Чего ж вы валите сразу с этого, да? Да не было такого ничего, чтобы прям запомнилось, если честно. Менеджер может все рассказывать клиенту о том, какие они большие молодцы, продавать то, что напрограммировали, и на этом обычно диалог заканчивается. Это тот человек, который принимает на себя первый удар, который позволит себе прикоснуться к миру прекрасного. Иногда ты просто насилуешь Outlook. Надо хорошо уметь себя ощущать. Программисты, они же там все творческие личности, но вечеринка это прям здорово, очень сильно помогает. Еще если вопрос, вы сегодня здесь надолго? Поздоровайся с подписчиками, представься. Чего ж вы валите сразу с этого, да? Всем привет, Минск Java Community, меня зовут Андрей, и я Project Manager. В чем отличие IT-менеджера от менеджера среднего звена? Еще если вопрос. IT-менеджер — это, наверное, про администрирование инфраструктуры и про какой-то operations. Менеджер среднего звена, так называемый, это все-таки про управление проектами и про управление delivery. Но в целом это немножко на тоненького. В чем отличие именно от менеджера среднего звена, который сидит в офисе, не в IT, там, не знаю, принимает звонки, заказывает воду и так далее? В целом отличий немного. В целом отличие на то, кто на что фокусируется, кто чего делает, кто за что отвечает. По сути дела, все и те, и другие они организуют, и они ответственны за конечный результат. Ты ПМ, РМ или ДМ? И в чем разница? Классный вопрос. Вы сегодня здесь надолго. Project Manager фокусируется на проектной деятельности. И по факту он ответственен за то, каким образом процессы спланированы, как они происходят, и отвечает непосредственно за контроль над ними. Delivery Manager — это немножечко более широкое понятие, которое появилось в индустрии сравнительно недавно, и оно расширяет это понятие Project Manager за счет того, что этот человек становится ответственным за конечный результат delivery того, чего получит клиент. Ресурсный менеджер, опять же, его роль может немножко быть более размазана, более расширена, но его основной приоритетный фокус на развитии людей внутри организации, на их росте, для того, чтобы они работали на проектах, для того, чтобы они удовлетворяли нужным требованиям по скиллам, по компетенциям и так далее. Хороший менеджер — это тот, которому ничего не надо делать и все само работает? Как ни странно, похоже, да. Хороший менеджер — тот, кто сумел построить команду таким образом, что его участие либо незаметно, либо не требуется в том полном объеме, который требовалось на самых ранних этапах проекта. Почему зарплаты менеджеров так отличаются? В любой отрасли любые специалисты разного уровня, и их зарплаты тоже по-разному отличаются. Как получить опыт менеджера, когда он везде требуется? Можно попросить прийти куда-либо и попросить быть вторым пилотом. Попросить какого-то ментора, какого-то коуча, который позволит себе прикоснуться к миру прекрасного, но все-таки не быть ответственным, не быть первым пилотом для этого всего добра. Так вы получите опыт, так вы получите ценные указания и какое-то вообще представление о проектном менеджменте. Похожая схема с архитектурой. Помогает ли MBA? Может быть связано, может быть нет. MBA, как и любая другая программа, по сути дела, она упорядочивает какие-то теоретические знания, какие-то навыки, практики, рассказывает, опять же, какой-то опыт, который, наверное, поможет в самом начале. Но самый ценный опыт — это тот опыт, который получен непосредственно вами на практике, когда вы стоите у руля проекта, вы что-то делаете, вы принимаете решения, вы несете за них ответственность. А правда ли, что менеджер ничего не может сам делать? Нет, неправда. Менеджер может все. Программировать? И даже больше. Что уже больше, чем программировать? Продавать то, что напрограммировали. Круто. А может ли команда обойтись без менеджера? В теории, да, если это хорошая сплоченная команда, но де-факто кто-то все-таки будет выполнять координирующую функцию, кто-то будет рассказывать клиенту о том, какие они большие молодцы, и что они сделали, это то, что просил сам клиент. Какие менеджера ценятся на рынке? Умные. Те, которые действительно умеют достигнуть результата, те, которые умеют поговорить с клиентом и выяснить, что же ему действительно нужно, те, которые умеют наладить процесс поставки, те, которые умеют работать с людьми. Как ты объясняешь загрузку своему начальнику или заказчику? Мне повезло, у меня мой начальник есть менеджер, и мои заказчики тоже на моем уровне тоже менеджеры, они понимают, что это такое. Им не приходится этого объяснять. А как другим объяснить? Это вообще тяжело. Условно, обычно люди понимают, что такое менеджер, и на вопросе, кто ты вообще такой, чем ты вообще занимаешься, когда отвечаешь, что менеджер, все, понятно. И на этом обычно диалог заканчивается. А бывают люди, которые могут уточнить, так а что же ты там делаешь? Условно, ваши же программисты, они же там все творческие личности, они же, им покодить нужно, им нужно чуть-чуть поделать. И когда ты говоришь, что, условно, ты для него ставишь какие-то задачи, и ты рассказываешь, что нужно выкатить в конце, следует вопрос, так а сам, что не может поговорить с клиентом и понять, что же ему нужно сделать в конце.
Де-факто, все-таки это действительно очень сложный вопрос, и сказать там, однозначно, чем же занимается проектный менеджер, оно всегда зависит от контекста. Всегда нужно сказать, что конкретно нужно сделать, и проектный менеджер отвечает за построение процесса для того, чтобы вот то, что нужно сделать, было сделано в итоге. Силами команды, силами каких-то привлечения дополнительных ресурсов, закупок, как угодно. Как измерить производительность менеджера? Наверное, лакмусовой бумажкой производительностью менеджера будет все-таки то, насколько успешна его команда. Насколько команда умеет достигать результаты, насколько команда умеет их достигать согласно плану, в те сроки, в том объеме, который они изначально пообещали. Это, наверное, самое главное. Получается, так себе менеджер может затесаться в очень крутой команде и сойти за хорошего? Может быть так, да. Но на длинной дистанции такого рода люди очень быстро всплывают и отваливаются. Менеджер всегда виноват за все? Нет, но это тот человек, который принимает на себя первый удар. Какой был твой первый проект в роли менеджера? Мой первый проект в роли проектного менеджера, тогда, наверное, это была роль проектного координатора, нежели проектного менеджера. Он был связан с миграцией на новый UI, на новый look and feel для веб-аппликейшена. Мы переделали UX, переделали color палитру, где-то добавляли новые паттерны для взаимодействия с пользователями. В общем, скажем так, presentation layer, то, что видит клиент у себя на экране, на клиенте, мы это очень серьезно переработали в достаточно короткие сроки. Команда была сравнительно небольшая, вначале это было порядка 10 человек, чуть попозже она разрослась, нам приходилось интегрироваться с большой частью проекта, но это был вот самый первый опыт. В чем отличие менеджера от проектного координатора? Проектный координатор — это все-таки человек, который больше делает руками согласно установленному плану. То есть это уровень, скажем так, принятия решений, который дозволяется этому человеку. Проектный координатор их имеет вот этого принятия решений в гораздо меньшем объеме. Проектный менеджер их имеет в очень большом объеме, и, по сути дела, он за это ответственен. Он ответственен за то, чтобы сказать, как команда будет достигать результата, запланировать. Топ-3 ошибки, которые ты совершил как менеджер? Да не было такого ничего, чтобы прям запомнилось, если честно. Ну, ты там запорол, что-то потом люлей получили, всех разогнали, уволили, короче. Да не было ничего такого. Стульем бросался заказчик. Да нет. Может быть, это какие-то упущенные возможности, скажем так. То есть можно было что-то сделать лучше, по-другому, качественнее, оптимальнее, но сказать, что это прям какие-то такие ошибки, за которые надо было нести ответственность, такого не было. Какие вещи никогда нельзя делать менеджеру? Никогда не надо играть в политика. Никогда не надо думать, что ты знаешь за клиента больше, чем есть на самом деле. По факту гораздо проще и гораздо лучше всегда спросить. Иногда лучше рассказывать правду, чем придумывать какие-то обоснования, и лучше это сделать побыстрее. Не надо как-то пытаться заигрывать и выдавать желаемое за действительное. Можно ли дружить со своими подчиненными? Нужно дружить со своими подчиненными. Какой самый частый тул или тулы, которыми ты пользуешься? Ох, день на день не приходится. Иногда ты просто насилуешь Outlook и пишешь письма. Иногда это простой Excel, когда ты пытаешься отслеживать какие-то метрики, думать, либо анализировать их, думать о том, как что-то сделать более оптимально, либо более правильно. Иногда это PowerPoint, и нужно делать презентацию, рассказывать клиенту о чем-либо, о какой-то новой инициативе, либо, опять же, что можем изменить, либо это просто-напросто отчетность какая-то. А насколько тяжело менять проект менеджеру? Как и всем остальным, по сути дела, это смена environment, поставить себя в другие условия, другие контакты, другие лица, другие процессы и все другое. То есть это насколько человек хочет себя поместить вот в этот стресс. Это одинаково для всех профессий. Бывает такое, когда думаешь, что все хорошо, но тебя ломает, что тебе нечего делать, и появляется чувство, что ты бездельничаешь. Постоянно. Как только кажется, что вот-вот у тебя сейчас освободится время, постоянно всплывают какие-то вещи, которые ты отодвигал на второй план, на второй приоритет и думал ими заняться чуть попозже. Всегда есть вещи, которые нужно оптимизировать, всегда есть вещи, которые нужно изменять, потому что то, что было установлено, либо построено, скажем так, некоторое время тому назад, к сожалению, в этом мире все изменчиво. И это то построенное уже, скорее всего, не удовлетворяет тем требованиям, точнее, нынешним требованиям. Их надо, опять же, развивать, менять и адаптировать. Как ты справляешься с выгоранием? Страдаю от него. А другим как можно справиться? Надо хорошо уметь себя ощущать. Надо понимать, когда ты близок к этому моменту, и нужно уметь остановить себя. Очень здорово, если кто-то есть
рядом, который, глядя на себя, может тебе об этом подсказать. Расскажи какой-нибудь лайфхак, который ты постоянно используешь на работе как менеджер. Есть лайфхак про митинги. Все обычно привязываются по времени к каким-то, как, например, 10:00, 11:00. Можно чуть-чуть двигать митинг на 5 минут попозже представить, и тогда гарантированно количество опоздавших очень серьезно сократится. Тимбилдинг — это всегда вечеринка с алкоголем? Нет. Как ни странно, тимбилдинг вообще про другое. Тимбилдинг — это не обязательно вечеринка. Тимбилдинг — это что-то делать вместе, это развить что-то внутри команды, которое им позволит коллаборировать между собой более эффективно. Какие-то барьеры размыть, какие-то рамки смыть, опять же, чтобы друг друга раскрыли и узнали с другой стороны и начали общаться, скажем так, на следующем уровне. Но вечеринка — это прям здорово, очень сильно помогает. Как ты оцениваешь свою работу? Отлично. Митинги больше часа бесполезные? Ну, если их веду я, нет. Они очень полезны. Ну, на самом деле, при правильной фасилитации любое время, может даже день фасилитировать митинги, это по-прежнему будет полезно. То есть, если грамотно вовлекать людей, грамотно организовывать и вести по так называемой агенте, по плану мероприятия, то любой митинг может быть полезным. Так, еще раз, что такое фасилитатор? Фасилитатор — человек, который... Господи, как это по-русски-то? Руководит во время митинга, человек, который вовлекает людей, опять же, и который следит за проведением самого митинга в плане его времени, в плане вещей, которые должны быть на нем освещены и обсуждены. А митингов у тебя много? Больше, чем хотелось бы. Но есть лайфхак. Иногда можно сидеть на митинге и что-то писать в параллели, если ты там не принимаешь активного участия. Но этот навык надо развивать. А еще поставить в параллель 2 митинга, где ты не обязательно. Так не получится. Все-таки, если это один и тот же communication channel, так, communication channel, если это один и тот же, господи, как это сказать-то? Какой уровень русского языка необходим для delivery менеджера? Русского языка? Да. Native. Native? Ну, скорее всего, в индустрии про русский язык тут вообще мало приходится говорить. То есть на русском языке нужно общаться, если, опять же, русскоязычная команда, по большей части клиенты, они все-таки англоязычные, и с ними приходится говорить на английском языке. Есть случаи, когда в команде уже появляются люди, которые по-русски не разговаривают, даже несмотря на то, что мы находимся здесь, в Беларуси. И с ними приходится разговаривать всей команде, в том числе на английском языке. Поэтому английский, конечно же, здесь является краеугольным, наверное, камнем, которым нужно соответствовать. То есть, условно, каждый проектный менеджер обязательно должен знать и владеть английским языком. Если у кого-либо остались интересные вопросы по теме проектного менеджмента, не стесняйтесь, оставляйте в комментариях, мы обязательно постараемся на них ответить. Подписывайтесь на Minsk Java Community, ставьте лайки. Пока-пока.